Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Загадочная женщина. Что же с ней будет у вас? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и для диагностики негатива телефон под видео. Ой, вы такой искуситель по жизни. Знаете, вот сразу почему-то хочется сказать, что вы, то, что вы романтик, это однозначно. И то, что вы очень страстный мужчина. Вот страстный во всех отношениях. У вас довольно неплохая мужская сила, да, и даже те, у кого, может быть, преклонный возраст, да, кто меня смотрит, все равно вы еще фору дадите многим молодым мужчинам. То есть ваш жезл, как говорится, еще готов к бою, да? Вы мужчина, который всегда вот вкладывается в отношения. Вы никогда не будете вот использовать женщину просто для каких-то утех, для хорошего времяпрепровождения. Конечно же, всегда есть исключения из правил, тем более это общий расклад. Но в основной своей массе, да, вот я говорю, что вы, больше вы выбираете сердцем, душой, да, вот когда вы партнершу, либо же тем более жену, да, себе вот выбираете по жизни, да, я не беру какой-то отдельный случай. Вот вы такой человек, который именно вот влюбляется и только тогда начинает отношения. Как минимум нужно влюбиться, да, вот тогда вы покажете во всей красе и мужскую силу, и свою заботу, и свою любовь, конечно же. А любить вы умеете. Как вы умеете любить? Знаете, вот почему-то хочется сказать, что про вас можно, реально вот фильмы снимать и, я не знаю, какие-то книжки, может быть, писать, рассказы, да, о вашей жизни. Настолько она была бурная, у кого-то была она довольно страстная, особенно по молодости. Были периоды, когда вы любили и погулять, и покутить, да, вы любитель вообще компаний такой были. А потом вы стали более семейным. Вот как будто, вы знаете, прошел вот этап, когда вот вы нагулялись. Был такой период, да. Я не скажу, что у всех, конечно же, но есть среди вас такие, кто, может быть, и сейчас даже вы любители компании, но сейчас уже, конечно же, вот если вы в семье, то в семье, дружите с семьями, допустим, да, вы, конечно же, не будете сами ходить там по саунам, либо еще куда-то, да. Когда у вас была, либо же есть семья, то вы любите больше с семьей побыть, с детьми, с женой, да. Вот такой вот вы очень стали со временем домашний. Но не все так хорошо, как казалось бы на первый взгляд, да. У кого-то из вас проиграется однозначно, что вы потеряли семью, причем это была семья, которая оказалась на первый взгляд идеальной. Многие ваши знакомые могли, просто ахнуть, да, когда узнали, что вы разошлись, потому что была картинка такой идеальной семьи. Вот на людях вы там, чуть ли не ходили, там за ручки держались, там и нежно, трепетно так это все было. Но на самом деле не все так хорошо было, как кому-то казалось. Поэтому вот ваша такая идиллия, а я бы даже вот реально сказала, что когда-то у вас была, чуть ли не идиллия в отношениях. И вы это потеряли, вы очень сильно это переживали. Мы не будем вникать очень так глубоко, но вы считали эту женщину судьбоносной. Вы считали, что вот вы, допустим, женитесь, да, и одна будет до конца дней ваших. Но не сложилось. Причем я вам скажу, что вот эта потеря вашей женщины, развод, так сказать, это было предрешено свыше. Поэтому, ребят, вот вы как бы ни страдали, что бы вы ни делали, так тому и быть. Вот ваши отношения были, определенный период, какой выделили вам свыше. Вы больше просто, не смогли бы быть вместе. Как говорится, книга судьбы, да, вот у каждого есть своя судьба. Кто-то верит в это, кто-то не верит. Далее, вы человек очень такой сострадательный. Вы всегда чем можете, поможете окружающим, особенно если это дети, старики, какие-то беспомощные, да, там кто-то животным, может быть, помогает, бездомным. Вы человек, который
Ну, однозначно вы на месте не сидите, вы не будете валяться, потому что вы просто помрете от скуки, так сказать, да. Вам нужно постоянно что-то делать, какая-то движуха. Даже вот если дома особо нечего делать, вы все равно куда-то пойдете, вы с кем-то встретитесь, может быть, посидите, да, с друзьями и так далее. Ну, то есть это такая постоянная круговерть в вашей жизни. Причем я вам скажу, что порой она вас изматывает. Вот такая вот активная жизнь. С одной стороны, вам вроде бы кажется, что по-другому я не могу, а с другой стороны, вы иногда устаете, да, потому что и туда сходи, и то сделай, и то сделай. Ну, то есть вы постоянно находите себе миллион разных дел. То, что можно отложить на завтра, вы будете делать сегодня. Вы себя грузите, грузите, а потом порой падаете без задних ног. Напишите, ребят, у кого проигрывается такая ситуация. Вот загружаете вы себя работой или нет? У кого-то может проиграться, что вы специально себя грузите, вот как бы уходите в работу, чтобы отвлечься, потому что вот по башне, да, после потери вашей семьи, ну, однозначно вам было плохо, потому что когда ты теряешь любимого человека, когда ты теряешь идиллию, которая как бы была когда-то, и при том, что ты до конца даже не разлюбил эту женщину, очень тяжело это переживать. Поэтому многие люди грузят себя работой, хобби, какими-то увлечениями, заботами, да, чтобы просто не думать о плохом, не ностальгировать, не депрессировать и так далее. Вы человек, который... Вот знаете, мне хочется сказать почему-то, что ну, вы, если нужно будет, вы вот сорветесь и среди ночи и помчитесь на помощь. Вот позвонит там друг, родственники, еще кто-то, ну, то есть близкие, да, вот люди, вы запросто встанете. Вот вы легкий на подъем человек. Напишите, кстати, ребят, давайте мы еще сделаем опрос. Вот вы легкий на подъем или тяжелый на подъем? Может быть, вы не любите лишний раз куда-то выйти, да, потому что у нас общие расклады, и, конечно же, с кем-то может не очень резонировать. Давайте будем разбираться, кого же больше, легких на подъем или же нет. Итак, давайте-ка смотреть, что же за загадочная женщина появится в вашей жизни. Знаете, вот у кого-то из вас может даже проиграться, что вы после, вот, особенно те, кто пережили разрыв, вы какой-то период даже не хотели, либо сейчас вот не хотите особо даже как-то ну, встречаться, тем более в серьезных отношениях, быть женщиной, потому что ну, есть опасения обмана, есть вот этот страх, который присущ многим людям, которых обманывали, да, кому изменяли. Просто ты боишься наступить на те же самые грабли. Ты будешь, знаешь, вот ходить и присматриваться очень сильно к женщине, даже если она понравилась. Будешь тестировать ее, кто-то будет проверять, кто-то будет, ну я не знаю, там какие-то действительно, вот самые настоящие, я знаю, проверки мужчины устраивают, чтобы проверить и на верность, и на корыстность, на что угодно. То есть я не могу сказать, что вы вот такой прям активно-активно завоевываете женщин. Хотя я бы сказала, что вот те из вас, кто свободны, в вашем окружении есть женщина, которая вам симпатична. Давайте-ка сейчас уточним, что это за женщина. Ну, вы знаете, как будто вы действительно к ней присматриваетесь. Вы не активничаете. Вы можете с ней флиртовать, вы можете как-то заигрывать, по-дружески общаться. Но для себя вы можете понимать, что вот к ней тянет. Вам с ней хорошо, вам с ней комфортно. Но пока еще вы присматриваетесь. Во-первых, еще может проиграться, что женщина, ну, довольно такая уверенная в себе, довольно хороша, и может еще вас останавливать такой момент, что, ну, снова она такая продуманная фифа, на которую много денег нужно тратить, которая ищет себе папика, спонсора и так далее. Поэтому здесь может быть двоякая такая ситуация. Плюс, смотрите, те из вас, кто сейчас могут быть в отношениях, да, либо же живете с кем-то, потому что меня разные смотрят мужчины.
У вас проигрывается, что ну не очень хорошая ситуация. Вы, знаете, как будто понимаете, что вы живете во вранье, во лжи, и не все так хорошо у вас в личной жизни происходит. Поэтому вот те, кто живут в токсичных отношениях, однозначно вы начинаете задумываться о том, что, может быть, действительно налево-направо сходить. Вот такие мысли могут появляться. Кто-то уже, возможно, даже сходил налево, хоть особо вам это, ну, не доставило такого удовольствия. Но поскольку вот дома ждет, ну, такая вот, знаете, Мегера, как говорится, да, Фурия Гарпия, то здесь уже, наверное, и святой просто может загулять, да. Итак, давайте будем ближе к делу, да, что за загадочная женщина. Смотрите, в вашем окружении, опять-таки, мы не привязываемся к месту, да, есть женщина, она вот действительно своеобразная. Вот почему я ее даже вот назвала бы однозначно загадочной. Вот она не такая, как все, но в хорошем смысле слова. Она, во-первых, непредсказуемая. Вот вы с ней общаетесь, да? Она сегодня, может, вроде бы флиртует с вами, завтра она холодная, как лед. Сегодня она что-то одно учудила, завтра она противоположное абсолютно поведение, да? То есть вы не можете понять, нравитесь вы ей, не нравитесь. Это ситуация, когда вот вроде бы вас и тянет, и влечет, но вот влечет именно какая-то интрига в этой женщине. Она может даже, кстати, заниматься какими-то либо же медитациями, какими-то вот методиками успокоительными. Она хорошо может владеть и психологией, она очень продуманная. Она прекрасно... Обычно такие женщины, они очень хорошо умеют ладить с мужчинами, знают, за какую ниточку подергать, как с мужчинами наладить все вопросы, все дела, как в себя влюбить. Так что, мальчишки, я вам скажу по секрету, да, что любая женщина, которая владеет разными техниками и тем более знает психологию, но не напрягаясь, может влюбить любого мужчину. Когда ты знаешь, как построить фразу, что сделать, как сделать, знаете, вот можно мужчину так на крючок посадить, что он уже не сорвется просто. Именно вот, да, это будут манипулятивные техники, но многие женщины этим пользуются, просто чтобы вы знали, если что. Поэтому она очень умная, она очень такая, знаете, вот даже не знаю, какое слово подобрать, чтобы ее правильно описать. Но действительно, вот есть какая-то женщина-загадка. Вот она как-то себя ведет, она может, знаете, о себе даже вот в разговоре вот оставлять какую-то маленькую недосказанность, какую-то тайну. То есть она постоянно будет вас интриговать. Либо же уже вот вы общаетесь, она вот чем-то вас цепляет. Вот интрига, ребят, вот она цепляет всегда и всех. Это маленький такой ключик. Вот интрига это срабатывает всегда. Вот такая женщина, она реально может влюбить любого человека. Вы тоже на нее обратили внимание, возможно, уже кто-то, либо же в скором времени обратите. И будет какая-то ситуация такая, что ну то ли вам придется к ней обратиться вот за помощью. Опять же, у всех проиграется по-разному. Может быть, у кого-то по работе, там, я не знаю, по-соседски, еще как-то. Может быть, вы в одной компании будете, и она там будет. То есть, как будто вот вы ее что-то попросите, вот какую-то небольшую помощь, да, вот. И это будет таким своего рода толчком к сближению. Но опять-таки она же будет вам, ну, я не скажу, что морочить голову, но она будет просто иногда накрывать вас вот таким своим поведением, что вы будете вообще в шоке по колено. Она себя странно ведет, да, вроде бы она и хочет со мной отношений, а вроде бы и нет. То есть вы будете сближаться, но она то ближе, то дальше, то ближе, то дальше, да. У кого-то из вас могут, конечно, нервишки сразу не выдержать. Но самые устойчивые будут продолжать все равно с ней сближаться, потому что ну, она будет вас реально вот цеплять именно этой интригой. Вот самые выносливые, вот давайте уточним, сможете вы ее покорить или нет. Легко и просто вы не покорите, во-первых, потому что у нее нет цели вот именно отношений.
Да, она общается с вами, она может, ну, даже я не скажу, что она хочет романить. Вот она какая-то интересная такая, действительно, женщина-загадка. Она вроде бы и общается с вами, но она не дает надежды. Она постоянно лавирует, она постоянно ускользает. Это та ситуация, вот когда я всегда привожу пример. Охотник и зайчик. Вот она зайчик, а вы будете охотник. Она будет вас интриговать и убегать. А это очень сильно мужчину цепляет. Поэтому, знаете, вот нервишки у кого-то будут шалить, нервишки будут у кого-то сдавать, потому что вот она будет вас и притягивать, и по-дружески вроде бы, и не по-дружески, и будет какой-то вот хаос, хаос в душе, хаос в голове, да. Ну, интрига– это вам не хухры-мухры, это очень сильный такой инструмент. Поэтому будьте готовы, ребята. Либо же кто-то из вас вообще сразу сложит лапки и скажет, да нафиг оно мне надо, еще вот эти вот качели, ее игры, да. Поэтому я говорю, самые стойкие, самые выносливые могут попытаться ее как-то охмурить, но и то я говорю, что это будет довольно сложно, довольно долго и в принципе ну, у нее нет такого интереса. Вот такое ощущение, что она тоже вот как будто играет мужчиной. Вот как будто у нее это азарт, да, вот цеплять мужчину и убегать. Вот влюблять и убегать. Поэтому, ребят, слабонервных попрошу удалиться, особо не реагировать на таких особ, потому что она действительно такая вот женщина-загадка, а разгадать попробуй. Разгадать ее, наверное, смогут единицы. Поэтому смотрите, будьте осторожны, чтобы вами не играли, чтобы напрасно и не терять время на таких женщин, да, потому что вот эти вот игры в кошки-мышки, ну, они до добра не доведут. Вы это прекрасно понимаете, поэтому будьте бдительны, и все будет у вас хорошо. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями, и всем пока!